Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня будем ремонтировать Ariston Uno 24. Как видите, у него нулевое давление, хотя несколько часов назад было 2 атмосферы. А я всего лишь отключил отопление, батареи остыли, остыл теплоноситель и давление упало. Такое происходит из-за неисправности расширительного бака. Я в прошлом видео обещал, что покажу, как поменять расширительный бак. Это как раз тема этого видео. Ссылку на прежний ролик, где я ремонтировал плату этого котла, я оставил в описании. На канале я также размещаю ролики про электрику, сантехнику и ремонт, поэтому подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Когда расширительный бачок неисправный, то если не менять температуру теплоносителя, скажем, отопление постоянно работает, то давление в системе не меняется. Но если мы на недолгое время отключаем котел, то, как у нас, давление снижается. И при таком давлении котел не запустится. Чтобы его запустить, надо подкачать давление с помощью крана подкачки. И тогда котел запустится, нагреется, но при этом у нас уже будет давление не 2 атмосферы, а может быть даже 3 атмосферы. И у нас может сработать сбросной клапан. И такие колебания давления вредны для котла. Но если расширительный бак работает правильно, говоря по-простому, часть воды он забирает в себя и тем самым сглаживает давление. И в результате давление в системе не будет так сильно колебаться, как сейчас. Сейчас я сниму кожух котла и будем разбираться с расширительным бачком. Вот я снял кожух котла, отключил электрическое питание, отключил подачу газа и смотрим наш расширительный бак. Вот он стоит, он крепится вот тут. Дальше у нас крепление в этом месте. И тут находится патрубок для подачи воды. Неисправность расширительного бака может быть двух видов. Первое. Просто из него пропало давление, и его можно подкачать, предварительно сняв давление с системы. Но у меня более сложный случай. Это порвалась мембрана внутри расширительного бака. Вот если мы нажмем на ниппель, у нас течет из него вода. Такой расширительный бак не ремонтируется, он выбрасывается и вместо него ставится новый. Найти расширительный бак на мой котел непросто. Единственное, где я нашел свой расширительный бак, это в компании Boiler Parts. Ссылку на сайт компании и на страницу с этим расширительным баком я оставил в описании. Пользуйтесь на здоровье. Там много всяких запчастей и на другие виды котлов. Единственное, чем он отличается, это ниппелем подкачки давления. Он будет находиться сверху, а не снизу. Давайте проверим давление внутри этого бака. Как видите, оно около 0,7 бар. В жилище находятся 3 батареи и нужно давление минимум 1 бар. Но у нас 0,7 бара, поэтому давление нужно подкачать. Подкачал давление в баке с помощью велосипедного насоса. Сейчас посмотрим. Как видите, давление 1 бар. То, что нам сейчас нужно. Следующим этапом мы должны слить воду с котла. Для этого перекрываем подачу холодной воды. Перекрываем кран циркуляции воды внутри системы отопления. Для слива воды есть специальный кран. Сюда подсоединяется шланг, откручивается этот винт и сливается вода. Но я буду действовать по-другому. Я открою кран подпитки и открою кран горячей воды. И у меня вода сольется прямо в раковину. Для убыстрения скачки воды нажимаем. Слышите шум?
Это входит воздух вместо воды. Что нам сейчас нужно? Нам нужно открутить эту гайку. Для этого вначале ее немножко сорвем, посмотрим. Если будет течь вода, с помощью тряпок эту воду удалим, а потом открутим полностью. Вот сорвал гайку. Вот такие звуки идут при выкачке воды из бака. Ждем, пока вся вода выйдет. Вот я снял гайку. Вода до сих пор сливается. Жду, пока она полностью сольется. Вода в кране горячей воды перестала течь. Как видите, давление упало в ноль. Я гайку снял. Сама процедура слива воды заняла около часа. Вполне возможно, если бы я сливал с помощью крана слива воды, это было бы быстрее. Одной рукой держим бак, другой рукой с помощью отвертки откручиваем бак и его снимаем. Вот у нас два бака. Вот этот старый, вот этот новый. Вот крепление у нас. Это патрубок ввода воды. Они расположены приблизительно одинаково, но расхождения имеются. Буду по месту подгонять. И обращу внимание, тут ниппель с этой стороны находится, а тут ниппель находится с этой стороны. Вот место, где стоял бак. Вот одно крепление. Тут держалось, а тут был винтик, который мы сняли. Также ставим новый бак и, придерживая его, прикручиваем. Бак я поставил. Крепление бака, как видите, винт находится под креплением нового бака. Все остальное стало по месту. Медный патрубок пришлось подогнуть, так как выход бака был расположен в другом месте. Где-то на сантиметр вверх пришлось подогнуть. Почему мне пришлось поднять бак? Потому что вот эта труба нам мешала. Если бы мы поставили ниже, то выход расширительного бака упирался в эту трубу. Все, запускаем воду в систему и наблюдаем. Обращаю внимание, что подкачка воздуха в бак находится сверху, но тут находится заглушка. Ее можно снять и спокойно подкачивать воздух. Когда будете подгибать медный патрубок, придерживайте в этом месте, чтобы это соединение не сломать. Вот я набрал воду внутрь котла. Как видим, в месте соединения расширительного бачка ничего не капает. Краном подпитки довели давление до 0,7 бара. Я думаю, по мере нагрева теплоносителя еще подымется. Все краны у нас открыты. Открыли клапан стравливания воздуха. Я подержу котел открытый пару часов, понаблюдаю за его работой. Посмотрю, чтобы место соединения расширительного бачка не капало, а потом одену кожух. Прошло 14 часов с момента установки расширительного бачка. Давление в системе 1 бар. Несмотря на то, что температура отопительной системы равна комнатной. Вчера при включенной отопительной системе давление составляло 1,5 бара. А при включении насоса давление составляло 1,7 бара. Хочу отметить, чтобы расширительный бак работал, давление в системе должно быть больше, чем накачанное давление в баке. Я накачал вчера давление 1 бар, поэтому поставил при включенной системе отопления 1,5 бара. На зимний период я такое давление и оставлю. Летом, быть может, уменьшу до 0,7 бара, как было изначально накачано в расширительном баке. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. А если у вас есть опыт по ремонту этого котла, также пишите в комментариях. Ссылку на компанию Boiler Parts, где я покупал расширительный бак, я оставил в описании. На этом сайте найдете различные детали для других газовых котлов. Поделитесь видео с теми, кому данная информация актуальна. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.